Лондонский Челси выйдет на трансферный рынок за Каримом Бензема. Мейсон Гринвуд может пойти на повышение. Саудовский Аль-Наср хочет усилиться игроками Ман Юнайтед. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Боссы Барселоны очень хотят летом заполучить в ряды каталонской команды Мейсона Гринвуда, который сейчас выступает за Хетафе. По информации Футбол Испана, синегранатовые планируют подписать английского футболиста в летнее трансферное окно. За Хетафе Гринвуд выступает на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат Манчестер Юнайтед, но красные дьяволы не собираются препятствовать переходу игрока в стан каталонского клуба. Также, по информации Sunsport, Мейсон все ближе к трансферу в Барселону. По слухам, Гринвуд дал свое согласие на переход, но Барса и МЮ еще не достигли соглашения в вопросе цены. Джоэл Линтон перенес операцию на бедре. Об этом сообщает пресс-служба Ньюкасла. По их информации, бразилец пропустит остаток нынешнего сезона, восстанавливаясь после хирургического вмешательства. Напомню, что игрок получил повреждения в матче Кубка Англии против Сандерленда. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Сорок» 23 матча во всех турнирах. Президент французского Лиля Оливье Летанг высказался о возможной продаже центрального защитника Лени Йоро. Ранее сообщалось, что скауты ПСЖ, Реала и Манчестер Юнайтед следили за игроком обороны в недавних матчах клуба. Нет никаких шансов на то, чтобы Йоро покинул Лиль в январе. Мы не ведем никаких переговоров по этому игроку, вопреки тем слухам, которые появляются в прессе, приводят слова президента Ле Парижен. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны методами работы главного тренера команды Эрика тен Хага. Как сообщает The Athletic, тренер английской команды уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в МЮ. Обычно такие занятия длятся от 20 минут до часа. Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения специалистам тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий. Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема прокомментировал последние слухи, связывающие его с уходом из саудовского клуба. СМИ уже не знают, что придумать. Абсолютная неправда. Приводит слова Бензема французское информационное агентство RMC Sport со ссылкой на L'Équipe. Ранее появлялась информация, что Карим Бензема изъявил желание покинуть Аль-Иттихад на временной основе. Отмечалось, что желание футболиста обусловлено тем, что он чувствует слишком большое давление. Игрок перешел в Аль-Иттихад минувшим летом на правах свободного агента. А журналист Эд Аронс в своем твиттере сообщил о том, что руководство Челси начинает прорабатывать вариант с приглашением Карима в команду. По его информации, боссы лондонцев предпримут попытки по подписанию форварда до закрытия трансферного окна. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt 15 миллионов евро. Саудовский Аль-Наср заинтересован в трансферах защитника МЮ Аарона Ван-Бисаки и полузащитника Красных Дьяволов Казимира. Об этом сообщает Daily Mail. По их информации, Аль-Наср готов сделать Казимира огромное предложение при поддержке его бывшего одноклубника Криштиану Роналду. Кроме того, в этом месяце саудовский клуб может договориться о переходе Ван-Бисаки. Ноттингем Форест договаривается насчет аренды атакующего игрока дортмундской Боруссии Джованни Рейны. Как сообщает The Athletic, Форест надеется арендовать Рейну до конца сезона с опцией выкупа. Компромисс с Боруссией близок, но сторонам все еще нужно согласовать некоторые детали. В этом сезоне игрок только дважды попадал в стартовый состав Боруссии, еще 11 раз выйдя на замену. На данный момент от контракта Рейны с клубом остается 18 месяцев. А как сообщает Джанлука Ди Марцо, Джованни приблизился к переезду во французский чемпионат. По его информации, переговоры по трансферу американского игрока в Марсель находятся на продвинутой стадии. В сделке лично заинтересован главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо. Условия возможного трансфера не разглашаются.
Бавария откажется от подписания Кирана Трипье и Нардиму Кейлия. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, оба игрока имеют устное соглашение с мюнхенским клубом и согласны на переход. Однако руководство Баварии считает слишком высокими запросы Ньюкасла и ПСЖ. Ранее Бавария предложила Сорокам 15 миллионов за Кирана, но получила отказ. Сообщается, что мюнхенский клуб рассчитывает на скорое возвращение Нусаира Мазрауи и Ким Миндже. Не исключено, что клуб обойдется без подписания защитника в январе, чтобы сэкономить деньги для летней трансферной кампании. В Манчестер Юнайтед определили судьбу Варана. Красные дьяволы не будут предлагать новый трудовой договор центрбэку команды. Об этом информирует ресурс Football Insider. После завершения сезона 23-24 Варану придется искать новое место работы. Опытный футболист станет свободным агентом. У Варана имеется вариант с переездом в Саудовскую Про-лигу. Его услугами активно интересуется Аль-Наср, в составе которого выступает бывший форвард МЮ Криштиану Роналдо. Полузащитник Баварии Йозуа Кимих может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно. Об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Кристиан Фальк. По его сведениям, Бавария знает, что Барса заинтересована в подписании немца. Более того, красные осведомлены, что главный тренер каталонской команды Хави пытается убедить Кимиха перейти в стан синегранатовых. Руководство мюнхенской команды опасается, что Йозуа может покинуть клуб бесплатно в 2025 году, перейдя в Барселону на правах свободного агента. В связи с этим клуб из Германии будет открыт к переговорам с каталонцами о возможном переходе Кимиха предстоящим летом. Атлетико Мадрид согласовал с Ювентусом 6-месячную аренду нападающего Мойзе Кина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По его информации, мадридцам придется заплатить около 460 тысяч евро. Также матрасники будут выплачивать итальянскому форварду зарплату в полном объеме. Официальное заявление со стороны клубов ожидается в ближайшее время. Ранее сообщалось о желании Байера перехватить Мойзе Кина у Атлетико. Антони Марсиаль пропустит более 2 месяцев. Как сообщает пресс-служба клуба Манчестер Юнайтед, нападающий перенес операцию из-за проблем с пахом. Восстановление Марсиаля займет около 10 недель. Антони Марсиаль не играл за Манчестер с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент игрока заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером. Аталанта не захотела продавать своего полузащитника Эдерсона в Тоттенхэм. Об этом сообщает Футбол Италия. По их информации, руководство Аталанты не стало выслушивать предложение английского клуба по игроку, отклонив первичную заявку шпор. Боссы итальянской команды убеждены, что продавать бразильца в январе не лучшее решение.